Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим вкуснейшие хрустящие маринованные кабачки. В сезон, как мы их только не готовим, и варим, и жарим, и парим, а хочется вот именно таких супер хрустящих вкусных кабачков. Вот у меня есть замечательный рецепт, в нем кабачки заливаются минеральной газированной водой. Делаются очень просто, хочу поделиться с вами. Получается очень вкусно. Значит, беру я кабачки, такие у меня молоденькие, небольшие, я их помыла, обрезаю плодоножки, разрезаю пополам, а затем еще каждую часть на 4. И у меня получаются вот такие вот дольки. Пропорции рецепта у меня на 3-литровую банку, какую я обычно и готовлю. Когда она уже съедается, то можно готовить следующую. В отдельной мисочке я смешиваю соль с сахаром и заливаю горячей водой. Соль с сахаром должны постоять и раствориться, поэтому пока что отставляю в сторонку и занимаюсь другими приготовлениями. Здесь у меня большая головка чеснока, ну, в принципе, берите по вкусу, нарезаю вот так вот достаточно крупно. Если меньше головки, берите 2, потому что сильно чеснок не ощущается, но будет очень вкусно. Большой пучок петрушки понадобится, я его нарезаю, и также достаточно большой пучок укропа. Нарезаю не совсем мелко, ну вот как получается, это в принципе не важно, просто дает аромат. И вот у меня остались такие штурпачки, как я говорю, от укропа и от петрушки. На дно я выкладываю их, на дно банки, и выкладываю примерно половину кабачков, ну так, чтобы было полбанки. Встряхиваю так, чтобы они там как-то улеглись более, чтобы побольше влезло. И выкладываю сюда половину петрушки и половину укропа, ну приблизительно на глаз. И также половину чеснока. Далее добавляю перец горошком и душистый перчик, по несколько зерен, и половину чайной ложки молотого кориандра. Все опять хорошо вот так вот встряхиваю, чтобы распределилось. И далее заполняю кабачками. Но не до самого верха, а так, чтобы еще поместился оставшийся укроп, петрушка и чеснок. Немножко я вот так утрамбовываю, встряхиваю, вот как они уляжутся, так и будет. Выкладываю оставшуюся петрушку, укроп и чеснок. Снова несколько горошков перца горького и душистого. И вот эта вот жидкость, которая у нас с солью и с сахаром, я перемешиваю снова хорошо и заливаю в банку. Если осталась нерастворенная соль, такое бывает, то всю ее выкладываю тоже в банку. В процессе оно потом все растворится. И заливаю холодной газированной минеральной водой. Обычно уходит где-то 1,5 литра. Накрываю крышкой, закрываю и хорошо вот так вот встряхиваю. Оставляю при комнатной температуре, и уже после 12 часов можно их есть. Очень вкусно, обязательно попробуйте. Но, конечно, чем дольше такие кабачки стоят, тем они становятся соленее и кислее. Так что съедайте сразу. Всем мира и добра, друзья! Смотрите другие мои рецепты.